Сегодня мы с вами приготовим знаменитое китайское блюдо с тофу из великой сычуаньской кухни. И как вы уже поняли из названия, это будет мапо тофу. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Мапо тофу дословно переводится как тофу рябой старухи, и это одно из самых известных китайских блюд, которое также очень популярно и в Корее. Согласно легенде, блюдо появилось в конце 19 века и было придумано владельцами одной небольшой гостиницы, где хозяйка, пожилая женщина с рябым лицом, готовила для своих постояльцев. И блюдо так всем понравилось, что молва быстро прокатилась сначала по всей провинции, а уже и потом по всему Китаю, и сделала место знаменитым. Ну а блюдо крепко вошло в великую сычуаньскую кухню и по сей день является одним из самых популярных в мире. В общем, устраивайтесь поудобнее, рецепт очень простой и быстрый, ну а я приступаю к готовке. Итак, первым делом подготовим овощи. Сначала нарежем зеленый лук. Режьте его не сильно мелко. Далее измельчаем чеснок. Можете сделать это с помощью чеснокодавки, а можете с помощью ножа. Имбирь точно так же измельчаем. Красный острый стручковый перец нарезаем поперек на небольшие овальчики. Если не хотите слишком острое блюдо, то можно и без перца. Сладкий перец нарезаем на мелкие кубики. Я взял перец двух цветов, чтобы блюдо выглядело более красиво. Тофу нужно нарезать на небольшие кубики. Примерно вот такого размера. Теперь берем глубокую миску. Для этого блюда нам понадобится особая паста, которая называется тобадзян. В Корее ее обычно называют дубанджан, но у нас на маркетплейсах она продается под названием тобадзян. Итак, кладем 1 столовую ложку этой пасты. Далее вливаем 1 столовую ложку соевого соуса. Теперь добавляем 1 столовую ложку устричного соуса, 1 столовую ложку кулинарного шаосинского вина. Если нет такого, то можете добавить мирин, либо можете добавить вместо него рисовый уксус, либо просто воду. Но рекомендую купить шаосинское вино, с ним вкуснее. Добавляем 1 чайную ложку сахара и теперь все хорошо перемешиваем. Соус готов. Друзья, в Корее мапо тофу готовят иногда на свой манер и нередко заменяют китайскую пасту тобадзян на свой кочудян, либо даже самдян. И получается тоже очень вкусно, но это уже будет совсем не сычуаньская кухня. Также нужно подготовить крахмальную воду. В небольшой миске нужно смешать 1 столовую ложку кукурузного или картофельного крахмала и столовую ложку холодной воды. Эту воду мы будем использовать для загущения. Итак, сначала нам нужно бланшировать тофу. В кипящую воду кладем нарезанный тофу и держим его так 2 минуты. Делаем мы это для того, чтобы убрать лишний бобовый вкус и чтобы впоследствии тофу лучше впитал в себя вкус соуса. Как время выйдет, достаем тофу, а воду сливаем. Теперь берем глубокую сковороду, желательно вок, добавляем 2-3 столовых ложки растительного масла и как только сковорода разогреется, кладем жариться мясной фарш. Я взял говяжий, но подойдет и свиной. Жарим так недолго, на сильном огне примерно 3-4 минуты, регулярно помешивая. Теперь кладем измельченный чеснок и имбирь, а также нарезанный острый стручковый перец. Жарим так минуту, постоянно помешивая. Теперь добавляем зеленый лук и жарим еще 30-40 секунд. Теперь вливаем наш соус. Сразу все хорошо перемешиваем. Добавляем мелко нарезанный сладкий перец. Жарим так еще минуту, регулярно помешивая. Теперь вливаем 300 мл куриного бульона. Если у вас нет бульона, то можете влить 300 мл воды и добавить 3 столовые ложки приправы дащида. Доводим до кипения. И теперь кладем тофу. Помешивайте и дайте ему так повариться пару минут.
Теперь вливаем крахмальную воду и сразу же хорошо перемешиваем, чтобы бульон равномерно загустел и превратился в соус. Так держим еще пару минут. Рекомендую добавить чайную ложку рисового уксуса, чайную ложку кунжутного масла, хорошо перемешать и все, готово. Подавайте на стол горячим, вместе с рисом, и приятного вам аппетита! Друзья, это очень вкусное блюдо. Тофу просто невероятен в таком сочетании. Все готовится очень быстро, ну а результат получается невероятным, поэтому обязательно попробуйте. В идеальном варианте нужно за минуту до конца добавить в блюдо сычуанский перец и черный рисовый уксус. И эти ингредиенты можно найти на тех же маркетплейсах. Но если не хотите заморачиваться, то можете готовить так, как я показал в рецепте. Надеюсь, видео вам понравилось, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Также жду от вас какой-нибудь комментарий, например, с вашими впечатлениями. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Ну и всем пока.